Марадона, этот маленький коротышка, идет вперед, идет неудержимо. Гол! Теперь вы понимаете, почему Марадона лучший игрок мира. Студия GS представляет 500 лучших голов. Часть первая. Чемпионат мира от Чарльтона до Марадоны. Голы бывают разные. Бывают голы, забитые со стандартом положений. Гол Эйдоса в матче с Аргентиной в 1982 году. Гол Пеле в матче с Румынией. Часто потрясающие голы создаются после долгих индивидуальных проходов и пасов в центр. Армстронг отдает пас Хэмилтону. Передача и гол. Несравненный Круйф в матче с Аргентиной 1974 года. Сольный проход Чарльтона в матче с Мексикой и впечатляющий удар Нери в матче Шотландия-Бразилия. Лучшие голы забиваются благодаря интуиции. Например, благодаря великолепному интуитивному пасу Марадоны Бурачаге. Благодаря этому пасу был выигран финал 1986 года. Или единственный гол, забитый Бразилией Англии в 1970 году. Этот гол был забит благодаря выверенному, интуитивному пасу Пеле, отданному Жоржиньо. Взгляните на этот пас, благодаря которому бразилец Риверино забивает гол Перу. А этот пас маэстро Лаудрупа помогает Дании одержать победу над Уругваем. Обратите внимание также на этот пас от Вингера Линекеру в матче с Аргентиной. Существует немало великих игроков, таких как Пеле, Круйф, или, например, нападающий Эйсебио из Португалии. Это был замечательный форвард. Вспомните 1966 год, когда благодаря ему начался закат сборной Бразилии. Великолепный атлет, обладающий удивительной силой удара, который безжалостно наказывал соперников. В четвертьфинале, когда Северная Корея неожиданно повела со счетом 3-0, его умение забивать мячи особенно потребовалось родной команде. Эйсебио сменил передачу, включил четвертую скорость и забил гол. В этой встрече он забил 4 гола, из них 2 с пенальти.
Но полуфинал с Англией дался не так легко, ведь в составе англичан играли Чарлтон и защитник Стайлс. Умелый коротышка англичанин сумел нейтрализовать Эйсебио. Эйсебио не сумел ничего сделать против такого защитника. Еще один снайпер 60-х годов — это Пеле. Болгарец сбивает его перед штрафной площадкой. Но он отомстил им за это нарушение. Fragile Brazil are overwhelmed by brilliant Hungary and a stunning goal by Farkas. В отсутствие Пеле хрупкая сборная Бразилии потерпела сокрушительное поражение от венгров. Но в матче с Португалией Пеле снова участвует. К сожалению, он получает травму и выбывает из турнира. Вслед за ним выбывает и его команда. Величайшему игроку своей эры придется подождать еще 4 года для того, чтобы восстановить свою международную репутацию. Несмотря на великолепное чутье Бобби Чарлтона, Англии пришлось нелегко в первых матчах. До тех пор, пока Бобби не забил великолепный гол после долгого прохода в матче с Мексикой. После этого игра пошла на лад. А затем было 2 гола Чарлтона в матче с Португалией в полуфинале. Второй из них, выполненный после великолепного прохода Чарлтона, вывел Англию в финал. У Эйсебио глаза на мокром месте. Ratin, капитан сборной Аргентины, был удален после противоречивого эпизода в четвертьфинальном матче. Решение было принято западно-германским арбитром, который сказал, что игрок нагло посмотрел на него. Впечатление от великолепной техники аргентинской команды портится благодаря тому, что она часто нарушает правила. Рензи, менеджер англичан, называет этих футболистов животными. Англичанам потребовался этот новаторский гол, чтобы все-таки получить место в полуфинале. После травмы Ривза Ферст занимает его место. А между тем расцветала звезда Франца Бекенбауэра. В очень трудном полуфинальном матче с Россией он забил прекрасный второй мяч. В финале Германия встречалась с Англией, и Чарлтон и Бекенбауэр противостояли друг другу. К сожалению, они нейтрализовали голевые способности друг друга. Первый гол был забит Германией. Но Англия не осталась в долгу. Атаку начинает Чарлтон, несмотря на опеку Бекенбауэра. После этого свободного удара был забит ответный мяч.
Ривз показал, как прекрасно он умеет играть головой. Вратарю оставалось только смотреть, как мяч влетает в его ворота. Англия идет вперед. This time, Hurst's shot is deflected and Peters swoops. На этот раз удар Херста не достиг цели, но Питерс все-таки добил мяч. England are only minutes away from victory when Jack Charlton is judged to a foul. Англию отделяет от победы всего лишь несколько минут, но Джек Чарлтон нарушает правила. Назначается штрафной удар. Стайлс, душа обороны английской команды, спорит с судьей. Он выстраивает стенку. Удар Эмериха. Held shoots again. The ball is deflected. Второй удар. Weber lunges. Extra time. И мяч все-таки влетает в ворота. Назначается дополнительное время. Can Ramsey raise his team's morale? Кен Рэмзи пытается поднять боевой дух своей команды. Alan Ball soon demonstrates his unquenchable spirit. И Алан Болл вскоре демонстрирует, что это удалось тренеру. Charlton hits a post. Чарлтон попадает в штангу. Ball racing clear centers. Hurst Болл swivels отдает and shoots хороший against пас the bar. в центр. Ball bounces on the line. Is it a goal? Мяч ударяется в линию. Был ли это гол? The Swiss referee consults his Russian linesman. Yes. Рефери консультируется с судьей на линии из России. Ответ да, гол засчитан. Thankfully, to eliminate doubt, only Но seconds from слава time, богу, чтобы Hurst искоренить все blasts the оставшиеся first ever World Cup сомнения, final hat Херст trick. забивает еще один гол. Это первый 4 years later хет-трик in в истории Mexico, финалов Beckenbauer чемпионата is мира. still stalking Через 4 England. года в In the Мексике quarterfinal, Беккенбауэр England по-прежнему lead 2-0 старается when помешать Beckenbauer Англии strikes 12 одержать minutes from победу. time. Sailor При счете Hamid 2-0 в пользу England Англии sink in extra Беккенбауэр забивает первый ответный мяч. Вскоре Германии Grabowski удается crosses. сравнять счет. Law heads square and Muller volleys. As Великолепный Vanetti гол stands Мюллера. frozen in goal. Muller from Bayern Munich is heir to Мюллер Eusebio из as the Мюнхенской European Баварии goal-scorer supreme. был такой же звездой Short, европейского powerful, футбола, fast, как his low незадолго center до of этого gravity enables him Эйсебио. to score from seemingly Очень impossible быстрый angles. форвард, умеющий выбирать Positionally позицию astute, и умеющий he scored забивать more than a мячи goal a из game in любых, his career, самых неправдоподобных and и did little трудных положений. Он забивал 7 in the больше, first чем round. гол за каждую свою игру. Against Morocco, Гол в 3 матче against с Марокко, 3 гола в матче с Болгарией. and 3 И against 3 Peru. гола в матче с 10 Перу. goals in the tournament. 7 One more голов than за один Eusebio in чемпионат England. мира. Это рекорд на один больше, чем Эйсебио. Italy, twice winners pre-war, had ignominiously lost in 1966 to North Korea to the only goal by Pak Do-ik. Италия была дважды победителем чемпионатов мира до Второй мировой войны. Но после Второй мировой войны она позорно проиграла с Северной Корее. Now in Mexico, they hope for better things, Теперь в especially Мексике from они Riva, надеются their на lethal-footed реванш. winger. In В a особенности quarterfinal with the благодаря hosts, Риве, Dominguini gives them a коротконогому soft opening нападающему. goal. And 2 more by Riva put them in the semi-final. Благодаря 2 другим голам Ривы Италия проходит в полуфинал. The
The semi-final against West Germany goes to extra time. Полуфинал с Германией переходит в дополнительное время. Müller, sneaking in when undetected by the Italian defense, forces Germany ahead 2-1. Мюллер, прокравшийся в штрафную площадку соперника, выводит Германию вперед. Бекенбауэр играет в роли свободного полузащитника. Еще один гол Германии. Altitude, heat and fatigue are overpowering the players. But Riva, with the best goal of the match, gives Italy the lead. Игроки устали из-за высоты, из-за трудных погодных условий. Но тем не менее Рива удается отквитать один мяч. Свободный удар выполняет команда Германии. Еще один гол немцев. The ball comes over. Sailor heads square. The ubiquitous Müller makes it 3-3. Вездесущий Мюллер делает счет 3-3. Rivera sweeps the ball home, and Italy are in the final for the first time. В конце концов, Рива проходит по флангу, делает передачу в центр, и Италия забивает четвертый мяч. Италия впервые выходит в финал за 32 года. После катастрофы 1966 года Бразилия, похоже, возрождается. Ее звезда Ривелина ярко восходит в матче с Чехословакией. Жирзинья на другом фланге является законным наследником Гаринчи. Он забивает голы с такой же легкостью, как его знаменитый предшественник. 2 гола в матче с Чехословакией. Матч Бразилии с Англией стал одним из лучших матчей за всю историю футбола. Команда Англии была еще более сыгранной, чем даже в 1966 году. Она играла в позиционный футбол. Команда Бразилии опасалась этого соперника. Mercurial Tostão combines with Paulo César early in the second half to elude 3 England defenders. Шустрый Тостау проходит 3 защитников Англии. Потом он разворачивается на 180 градусов, передает мяч Пеле. Еще один великолепный пас и пушечный удар Жирзинья. Peru are crushed in the quarter-final, first by Rivellino from Tostão, then by Tostão from Rivellino. Команда Перу была разгромлена в четвертьфинале. Сначала Ривелина с подачи Тостала, потом Тостал с подачи Ривелина. Уругвай также не смог ничего противопоставить Бразилии. Благодаря Пеле и Тостау Жирзинья забивает первый гол. Потом Пеле отдает великолепный пас Ривелина. И Ривелина забивает свой 3-й мяч. Посмотрите, как вдохновенно Пеле одурачил уругвайского голкипера и чуть не забил этот гол. In the first round, he scored against Czechoslovakia. В первом тайме он забил в матче с Чехословакией. Against Romania, he scores 2. Потом было 2 гола Румынии. Великолепный штрафной удар. And then a mugger's snap. А потом чудесный удар головой. В финальном матче с Италией Пеле вписал еще одну бессмертную страницу в историю футбола. Italy and Riva may have plans, but Pele sends them spinning. У Италии и Ривы были свои планы на эту встречу, но Пеле разрушил эти планы. Для этого ему потребовалось 19 минут. Бразилия стала чемпионом мира. После промаха защиты Бонансе не удалось забить ответный мяч. Однако Италия не нашла, что ответить Пеле.
Gerson, with a savage shot from 20 yards, restores the lead. Великолепный удар с 20 ярдов, и Бразилия вновь уходит вперед. Albertosi is forlorn. Brazil are in a different class. Остается признать, что Бразилия команда классом выше. В третьем голе не было ничего особенного, но благодаря ему Жоржиньо стал первым игроком, который забивал в каждом матче финальной части розыгрыша чемпионата мира. The unfortunate Italy are on the ropes awaiting the knockout. Незадачливой Италии оставалось только ждать нокаута, лежа на канатах. И Пеле нанес нокаутирующий удар благодаря выверенному пасу Карлосу Альберто. Бразилия в третий раз стала чемпионом мира. Pele's name will live on in football forever. Теперь имя Пеле будет вечно жить в истории футбола. From the sunshine of Mexico to a downpour in Frankfurt 4 years later, where Через Poland 4 need to win their года от last second-round мексиканского match with West солнца Germany to мы reach the final. переносимся в сырую погоду Германии. В Poland, полуфинальном who матче eliminated Польша England in the встречается с qualifying Германией tournament, за право are играть в dazzling the финале. German crowds, but В fail on the четвертьфинале waterlogged Польше pitch. удалось выбить Великобританию. Они стали любимцами немецких болельщиков, но на мокром поле против With a Германии quarter of an hour Польше to сделать go, ничего не Bonhoff удалось. slides his pass right. And there is the ubiquitous Müller to thread his shot for the only goal. Вездесущий Мюллер are in the забил final. единственный гол, и Германия вышла в финал. They began Начала uncertainly. Германия не It needs слишком a rocket, уверенно. a long-range Потребовался shot from этот Breitner in пушечный midfield. дальний удар Брайтнера для того, чтобы одержать верх над Чили. Overath scores the first and best of 3 against Australia. Аверат забивает первый мяч в матче с Австралией. Всего было забито 3 мяча, и But этот in the был first самый ever лучший. meeting with neighbours East Germany, it is Sparwasser 12 minutes from time. Первым за всю историю матча между Восточной и Западной Германией Спайвассер приносит команду Западу лишь незадолго до конца Myers doubts встречи. Germany's future. Майер сомневается в будущем своей команды. The second round is not wholly convincing for Germany either. Игра Edstrom со of Sweden Швецией также scores началась first не with a очень glorious уверенно goal. и не очень удачно для Германии. Первым забил гол Хедстром. Overath snatches an equalizer. Аверату удалось сравнять счет. And soon Bonhoff luckily makes it 2-1. Вскоре Бонафу удалось вывести немцев вперед. Счет 2-1. Now Helmut Schön, Germany's manager, После makes a этого late тренер tactical немцев substitution. Хельмут Шон Grabowski, делает his fresh удачную winger, замену. scores a dramatic goal. Рубовский Germany win забивает 4-2 великолепный in the мяч. Германия побеждает со счетом 4-2. Schön knows it's not plain sailing. The Kingfishers, catching the sunlight, are Holland, Восходящей звездой led by the мировых inimitable чемпионатов Cruyff. является команда Голландии, во главе которой стоит неподражаемый Крuyff. Within 7 minutes of the opening Уже match, через Brett 7 has минут headed them in front. открывающего матча он доказывает свое умение забивать голы. And late in the match, he scores again. Немного погодя он забивает и второй мяч. Holland have set the tempo. Голландия Cruyff is играет the как conductor. оркестр, а Крuyff его дирижер. They continue their path of Они destruction against продолжают Bulgaria. избиение несчастной Rep Болгарии. flashes their third. А Рэп забивает еще один гол. And from Cruyff's Благодаря tantalizing удивительно cross, выверенному Leon, пасу the midfielder, Крuyфа, в dives матче to head a ставится memorable последняя fourth. Who точка. can stop them? Эту команду Not никто не Argentina. остановит, по Cruyff крайней мере не symbolizes Holland's Аргентина. artistic style.
Within 11 minutes, he almost walks through the defense to score the first. Через 11 минут игры Круйф словно бы проходит пешком с линцой через защиту и забивает первый мяч. As he demonstrates when creating the third for Rep. Это настоящий европейский эквивалент Пеле. Посмотрите, как он помогает Репу забить третий мяч. Аргентина проигрывает со счетом 0-4. Onwards, Holland march. Only Brazil Голландия stands продолжает between them свое and the final. шествие. И лишь Бразилия преграждает им путь к финалу. But it is a strange, uncommon Brazil. Но это какая-то странная, незнакомая нам команда Бразилии, способная на чрезвычайно грубую игру. The Dutch reply is a razor-sharp shot by Nieskens from Cruyff's pass. В ответ на эти грубости Круйф отдает свой очередной великолепный пас. И голландцы забивают первый гол. После продолжающейся грубости бразильцев наносится еще один удар по Бразилии. После этого голландцы приезжают в Мюнхен, чтобы сразиться с хозяевами чемпионата. Их футбол, пожалуй, не уступает венгерской команде, которая демонстрировала великолепную игру 20 лет назад. Забавная деталь. Арбитры забыли установить угловые флажки. Голландцы первыми бьют по мячу. Первый пас, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now Cruyff receives the ball. А теперь мяч получает Круйф. Ghosts past his marker votes. Он обходит своего персонального опекуна и падает. Джек Тейлор назначает пенальти всего лишь после 1 минуты игры. Неужели мечта может осуществиться, и голландцы сумеют победить Германию у нее дома? Миссис Ван Ханнеген просто не может смотреть на поле. Nieskens beats Meyer from the spot, and the Dutch are free to let their забивает spirits первый гол. soar. There is a dangerous intoxication in Существует knowing серьезная unmistakably опасность в том, that чтобы you possess посчитать an себя ability which сильнее is superior to соперника. that of all others. Rudy Kroll, their left back, Голландец said, Руди "You can Кроль score too впоследствии quickly. You сказал: start thinking about the можно result забыть instead of the слишком man. быстро We и thought начать we were думать о world результате, а не об игре. World Cup. Мы Too late. подумали, что мы уже стали чемпионами мира. К сожалению, мы очнулись слишком поздно. Хозяином следующего чемпионата мира в 1978 году стала Аргентина. Сумеет ли она повторить успех Германии? У них есть эмоция, у них есть техника, но достаточно ли они ровно играют? Итальянцы под руководством тренера Энцо Биарзотто представляли серьезную опасность для аргентинцев. Мяч у Антониони. Передача Беттаге. A deflected wall pass from Rossi, and Bettiger slides between two defenders to beat Fior. A brilliant goal. Беттага проскользнул между двумя защитниками и забил гол. Это был единственный гол в этом матче. Однако Аргентина уже набрала 4 очка в матчах с Венгрией и с Францией.
Kempes hammers a ferocious shot against the French post. But after conceding an unjust first-half penalty, France are not overawed. Однако Франция не была сразу повержена. Fullback Battiston attacks. Батистон атакует. Rocheteau hits the crossbar. Рашто попадает в штангу. Smacks in the И rebound. Платини добивает мяч в ворота. Only for Luque И to все же score the Луки winner with this забивает победный spectacular гол. drive against substitute goalkeeper Boratelli. Poor France. The Бедная most Франция, accomplished team seen at одна this из stage лучших are команд eliminated after 2 чемпионата, matches. выбыла из борьбы Holland через begins 2 the second матча. round against Austria. France heads them in front. Голландия играет с Австрией. Франция Rep ожидает scores a их. second. Рэп забивает второй мяч. And third. Even without третий. Cruyff, Holland's touch remains devastating. Даже в отсутствие Круифа голландцы непобедимы. West Germany, the holders, are confronted И again. вновь схватка принципиальных The Vengeance, соперников Harry Германии Hahn и scores one of the Голландии. best goals of all time in a 2-2 Голландцы draw. жестоко мстят этим великолепным голом. Then repeats it for Точно the такой winner же гол in their голландцы closing забивают во second втором round match тайме матча against с Italy. Италией. Holland are in the final again. Голландия вновь уходит в финал. Brazil make easy meat of Peru in the second round. Dersu strikes his free kick over the wall Бразилия to perfection. расправляется с Перу во втором тайме. Этот штрафной удар был выполнен идеально. And then squeezes his second В in the итоге 3-0 Бразилия victory одержала just победу inside со the счетом post. 3-0. To surpass Для Brazil того, on чтобы goal опередить difference and reach the Бразилию final, по разнице Argentina have to забитых beat мячей Peru и 4-0 выйти or в финал, 5-1. Аргентине необходимо победить Перу с преимуществом в 4 мяча. Первый мяч забивает Кемпес. Kemper's second makes it 3-0. Второй мяч Кемпеса делает счет 3-0. Luque knocks in the fourth. Луки забивает четвертый мяч. And the sixth. Once more, И the Buenos шестой Aires мяч. streets are jammed by millions in celebration. Миллионы Scenes болельщиков of unprecedented празднуют emotion победу greet the Аргентины. final, which Holland are expected to win. Their total football remains the most comprehensively effective teamwork in the world. Их еще ожидает напряженный финал между Голландией и Аргентиной. Тотальный футбол голландцев, потрясающее тактическое новшество, которое заставляет трепетать сердца болельщиков всего мира. Comes from the explosive Kempes, the tournament's leading scorer. Взрывной Кемпес забивает первый мяч в финале. Аргентина ведет 1-0. His speed and opportunism are too sharp for Holland's defense. Кемпес слишком скоростной и умелый игрок, чтобы голландские защитники смогли остановить его. Holland answer. In the course of the match, they create twice the chances Argentina do, but too often miss them. Голландцы за время этого матча создали в 2 раза Yet from больше René van der опасных Klerkhoff's моментов, cross, чем Naninga hits аргентинцы, the но тем не equalizer. менее часто промахивались. И однако же им все-таки удалось сравнять счет. Rep, having squandered the best chance of all, the game goes to extra time. And the irresistible Kempes once Рэп more puts упускает Argentina in front. возможность, и игра переходит в дополнительное время. Непобедимый Кемпес выводит свою команду вперед.
And following another run by Kempes, the Tony seals Holland's fate. An После еще undoubted одного triumph for прохода manager Cesar Кемпеса его товарищ Menotti, по who has transformed команде his country's team. устанавливает окончательный итог матча. Аргентина становится чемпионом мира. Argentina come to Spain in 1982 to defend their title. Аргентинцы приехали в Испанию в 1982 году для того, чтобы защитить свой титул. Сейчас у них самый дорогой игрок мира в их распоряжении. Это Диего Марадона. Защитники готовятся нейтрализовать его. Особенным цинизмом отличались защитники бельгийцев, которые сбивали его без зазрения совести. Не отставали от них и итальянцы. Violence has become the name of the game, personified by no one more than Schumacher, West Germany's goalkeeper. Насилие. Вот что отличало футбол на этом чемпионате. Как ни странно, отличился и преуспел в этом вратарь сборной Германии Шумахер. Он вел себя крайне вызывающе, высокомерно, грубо и резко. Особенно отличился он в матче с Францией. Обратите внимание на это нарушение века. Не обращая внимания на мяч, он сбивает французского нападающего. Франции приходится преждевременно совершить вторую замену. It seems initially that justice will be done. Early in extra time, Trésor, France's aging libero, volleys brilliantly. Поначалу кажется, что справедливость будет восстановлена. Французский либеро выводит французов вперед. Счет становится 2-1. Elation leaps for the followers of France's gifted, graceful team when little Giresse drives the ball past the wretched Schumacher. 3-1. Великолепная французская команда ликует, когда маленький Жерес заставляет Шумахера в третий раз вынуть мяч из сетки. Но однако Германия, отличающаяся своим боевым духом, не считает себя побежденным. Румыния сокращает разрыв в счете. 3-2. После удара Фишера в падении через себя судьбу встречи решили послематчевые пенальти. Германия победила. У шотландцев есть удивительная уверенность, что кто бы ни был их соперником, победа им обеспечена. Эту уверенность получает определенные основания, когда шотландец Нерри забивает первый мяч в ворота бразильцев. Шотландская эйфория продолжается 15 минут. Через четверть часа Зико великолепным ударом со штрафного заставляет вратаря шотландцев вынуть мяч из сетки. Ada, with a devilish chip over rough, has them dancing in the Seville streets. Эйда обманывает вратаря и перебрасывает мяч в сетку. Это непростой изобретательный игрок. Обратите внимание, аргентинцы выстроили стенку, но Эйда ухитряется перебросить стенку и забивает мяч. Правда, он защитит насчет Зика, который успел его подправить. Serginho heads with rare accuracy, and Argentina's cup has gone. Жирзиньо бьет с замечательной точностью, и Аргентина теряет свой титул.
Все прочили победу Бразилии в матче с Италией, но итальянцы были на этот счет иного мнения. Росси выводит свою команду вперед. Бразилии был достаточно ничьи для того, чтобы выйти в полуфинал. Сократов забивает ответный гол. Brazilian confidence is jolted again when opportunist Rossi grabs his second. Но уверенность бразильцев в победе, тем не менее, снова поколеблена. Brazil respond with an extravaganza of attacks. Shots flail upon Zoff. Бразилия обрушивает настоящий ливень мячей на ворота Дины Зоффа. Falcao's drive puts them level. Фалькао ставит точку, завершая эти атаки. The joy of Brazil's football is that it knows only spontaneity and attack, and now perishes because of it, when Rossi is presented with his hat-trick. Основное достоинство футбола бразильцев — это спонтанность, атакующий стиль. Но, к сожалению, на этот раз они терпят поражение именно из-за этих черт. Росси забивает третий мяч, и Италия побеждает. Поляки играют с бельгийцами. Збигнев Бонек делает хет-трик. Польша зарезервировала для себя еще одно место в полуфинале. Smolarek and Lato prize the gap for Boniek's third. Третий мяч Бонека. Poland emotionally ensure a semi-final place with a draw against Russia. Can the Polish resurgence continue against the suddenly brash Italians, now forcing their critics to grovel? Поляки были довольны, так как они сумели сыграть в ничью с Россией. Сумеют ли поляки преодолеть теперь барьер итальянцев, которые неожиданно показывают великолепную игру? Rossi, the jack-in-a-box, makes sure Poland fail. Росси, этот чертик из коробочки, позаботился о том, чтобы поляки не сумели остановить путь его команды к победе. In a lethargic match, Poland's В этом inspiration is решающем absent. матче полякам не достает вдохновения. Удивительное позиционное чутье Росси позволяет ему забить второй мяч. В двух последовательных матчах он забил уже 5 мячей. На протяжении почти целого часа финал чемпионата 1982 года Германия-Италия представляет собой вакханалию нарушений, то и дело прерываемую свистком судьи. Королевски особо недовольны. Но после гола Росси на 56-й минуте воцаряется нормальная атмосфера на поле. Президент одобряет гол своего гражданина. Girea, their libero and number 7, advances into attack and plays the ball into the path of Tardelli for a crushing second goal. Он отдает пас Альтабелли, и тот неотразимым ударом направляет мяч в сетку. Tardelli is more impressed than anyone. Альтабелли, похоже, рад более, чем кто бы то ни было. Он сам удивлен своему голу. Conti, one of the match's few stars, creates a third for Altobelli. Конти, еще одна звезда этого матча, отдает пас Альтабелли и позволяет ему забить третий мяч. Италия становится чемпионом мира в третий раз.
The finals return in 1986 to Mexico, thanks to FIFA's indulgence. Russia, with 8 players from Dynamo Kiev's exceptional club team, are powerful. Сборная России, в состав которой входит 8 игроков из «Динамо Киев», представляет грозного соперника. Zelenikov lashes Russia's second goal within the opening 4 minutes. Венгрия не знает, что делать после того, как Олейников забивает второй гол в их ворота за первые 4 минуты игры. The last from Rodionov. Россия побеждает Венгрию со счетом 6-0. Последний гол принадлежит Родионову. Возможные соперники России затаили дыхание. Следующая команда, которой предстоит ощутить русский жар, это Франция. Рад с великолепным ударом выводит Россию вперед. Возможно, это один из лучших голов турнира. Тем не менее, французы сумели оправиться от такого начала и свели матч в ничью 1-1. Когда в четвертьфинале с Бельгией Биланов забивает первый гол, все думают, что Россию уже не остановить. Эта иллюзия продержалась целый час. Биланов забивает и второй мяч. Тем не менее, бельгийцам удается сравнять счет и в дополнительное время выиграть. Дания впервые участвует в финальной части чемпионата мира, но тем не менее Лаудруп и Элкяр уже зарекомендовали датскую команду на европейском чемпионате. Uruguay, cynical and violent, have Bossio sent off. The 10 men are laid bare by Denmark's flashing coordination. Датчанам удалось разгромить Уругвай, несмотря на то, что игроки этой команды очень грубо вели себя во время матча. Elkia, almost as he pleases, slices through the defense for the fifth. Элкяр с неподражаемой легкостью проходит через защиту уругвайцев. Яспер Ойсен ставит победную точку в этой встрече. France, led by the gifted Platini, are expected to win their second round against despondent, listless Italy. And do. От французов ждут победы над Италией. И так и происходит. Italy, под руководством Платини, Франция одерживает победу. Для итальянцев это первое поражение от французов за 50 лет. Makes a decisive second goal for Stopira. In the cauldron of Guadalajara, the quarter-final between France and Brazil is one of the most gripping contests ever seen. Четвертьфинал между Бразилией и Францией в Гвадалахаре – это один из самых напряженных матчей за всю историю футбола. Через 17 минут игры первый гол забивает бразилец Карека. Элегантность Платини, Тигана и Жереса противостоит импровизационному стилю бразильцев. Франция берет себя в руки. Жерес и Росто помогают Платини забить гол. Счет сравнен. После утомительного дополнительного времени французы побеждают по пенальти. В 1986 году англичанин Брайан Робсон забил самый быстрый гол на чемпионатах мира. К сожалению, после этого англичане уже не забивали так много голов на том чемпионате. Сумеет ли Линекер принести радость болельщикам Англии в 1986 году? После того, как Англия с трудом преодолела первый круг, она встречается с Парагваем. Линекеру уже удалось забить хит-трик в матче с Польшей. Теперь он забивает первый гол в матче с Парагваем. Парагвай не дается ничего противопоставить Англии. Гарри Стивенс отдает Линекеру пас, и Линекер забивает третий мяч в этой встрече. Он становится ведущим бомбардиром чемпионата. В четвертьфинале Англии предстоит встреча с Аргентиной.
Argentina have not played Uruguay in the World Cup since the initial tournament in 1930, when Uruguay won. Аргентине не приходилось встречаться с Уругваем на чемпионатах мира, начиная с первого турнира в 1930 году, и тогда Уругвай выиграл. На этот раз Марадона исполнен решимости взять реванш. Maradona's game is emotionally highly strung. Марадона играет потрясающе эмоционально и технично. And it seems he has scored a legitimate goal in the second half. Он забивает мяч во второй половине, во всяком случае, так ему кажется. Но судья, к сожалению, не засчитывает этот гол. Тренер недоволен, он вне себя. Maradona believes he has been cheated again. Марадона считает, что его снова обманули. The referee is on his side in the quarter-final against England. Но в четвертьфинале с Англией судья переходит на сторону Марадоны. Весь спортивный мир затаил дыхание. Если уж судья не заметил такой явной игры рукой, то Англии не на что рассчитывать. Однако же через 4 минуты протест уже бессмысленный. Марадона забивает гениальный гол, обведя 5 защитников. На протяжении нескольких кратких секунд зрители чемпионата мира смотрят на потрясающий проход Марадоны, благодаря которому он признан лучшим игроком мира. Бельгии уже приходилось испытывать нечто подобное в полуфинале, когда этот маленький демон обошел ее защитные ряды и вонзил мяч в сетку. Maradona and Argentina are set for triumph against West Germany. Марадона и Аргентина готовятся к триумфу. Они рассчитывают на победу над Германией. Однако же Германия доказывала и раньше, что все эти предсказания могут и не сбыться. И лучше всего знает об этом тренер немецкой команды Франц Бекенбауэр, который был капитаном немцев 12 лет назад. Благодаря его игре Германия лишила шансов на чемпионское звание команды Голландии. Breitner from the penalty spot equalizes Holland's only goal. Брайтнер с пенальти сравнял единственный мяч голландцев. The Germans seize their chance. Bonhoff breaks free on the right. Голландцы видят, как их надежды рушатся у них на глазах. Немцы почувствовали шанс на победу, и великолепный игрок Мюллер с уголки защитников умудряется пропихнуть мяч в ворота. Германия выиграла 2-1. Никто не знает, каков в точности потенциал немецкой команды, возглавляемой Румениге. В полуфинале они победили французов, крайне утомленных после матча с Бразилией. Могут ли немцы подтвердить, что они находятся в хорошей форме? Штрафной удар, выполненный Бурачагой на 23-й минуте встречи, приводит к взятию ворот Германии. Благодаря пасам Марадоны и Энрике правый фланг обороны Германии разгромлен. Аргентинцы предвкушают победу. The phlegmatic Beckenbauer exhorts from the bench. Флегматичный обычно Бекенбауэр кричит, подсказывает футболистам. Румениге удается сократить разрыв в счете. Argentina's nerve, with Brown injured, seems to falter. Кажется, что аргентинцы дрогнули.
only 8 minutes remaining when Germany equalized. Остается лишь 8 минут до конца матча, когда Германия сравнивает счет. And Voller steers the ball between Pompidou's arms. The match is level. In the face of such a stinging setback, Феллер забивает Argentina's мяч response прямо takes перед only 3 самым minutes. вратарем. Почувствовав, что победа ускользает у них из рук, аргентинцы активизируются. Через 3 минуты потрясающий пас Марадоны Бурачаге посылает последнего в отрыв. Бурачага направляет мяч в ворота мимо беспомощного Шумахера. There are 5 minutes of the final remaining. Остается 5 минут финального матча. Марадона не забил голов в этом матче. Однако он вдохновил свою команду на победу, не хуже, чем это делал Пеле до него. Он помог забить победный гол в матче с Германией. Он забил самый красивый гол на этом чемпионате в матче с Англией. Его футбольный гений будут помнить.